Ну а теперь, когда единственная линейная часть игры окончена, можем приступать к основному повествованию. Теперь я буду рассказывать о самых интересных моментах игры, но прошу учесть то, что игра крайне нелинейна, следовательно, история будет рассказываться в каком-то смысле оригинально. Итак, по наводке января идем в свой кабинет, где знакомимся с утилизатором, который может превратить наши вещи в полезные материалы. Но себя туда пихать не стоит, полезнее точно не станешь. Далее просто смотрим запись, и на самом интересном она прерывается. Но мы не расстраиваемся, идем все чинить. По пути встречаем новых приятелей и как подарок оборачиваем их в гипс. А тем временем наш дорогой январь уже построил у нас маршрут в лабораторию Кальвина, у которого, кстати, экран начинится. Но, к сожалению, лаборатория закрыта, также через псевдо-ПК ищем его в списке персонала. И, как ни прискорбно, находим труп. Так еще и в открытом космосе. Ну, теперь благодаря умнице январю берем достаточно важную штуку – пылесос с функцией реверса, чтобы спокойно летать в космосе. Но ведь все знают, чтобы летать в космосе, нужно от себя что-то отталкивать. К тому же пылесос не будет работать Думаю, этой информации вполне достаточно. Тем временем я уже забрал карту доступа и отправляюсь в лабораторию. Включив питание, возвращаемся и слышим вот от этого мужичка, то есть нас, что наша главная задача не пустить тифонов на Землю, то есть уничтожить Талос. Как по мне, это радикально, но в каком-то смысле логично. Так, теперь мы знаем нашу главную задачу, надо, чтобы Талос сделал бум. Что нам для этого нужно сделать? Раздобыть два ключа активации самоуничтожения. Один ключ у нас, а второй у Алекса, то есть нашего брата. Нам всего лишь осталось собрать ключ у него и восстановить свой. Казалось бы, все просто, но брат-то против. В первом ролике я говорил о возможности изучения тифонов. Ну так вот этот мерч для косплея элитных солдатов Альянса и есть устройство для исследований. С его помощью мы сможем получать новые способности на изучение, благодаря которым мы, например, сможем играть в Prop Hunt с кошмаром и фантомами. Чуть дальше встречаем добровольца, который просит его выпустить. Изучаем его досье и... Что ж, выпускаем. Даже если он выберется отсюда, то на земле его повяжут. Как-никак, смерть-то не очень гуманна. После встречи с первым добровольцем находим нового. Да, в плачевном состоянии, но зато с интересными кнопочками на интерфейсе около него. После их нажатия какой-то паук, размером побольше обычных мимиков, и еще и окруженный же какой-то желтой аурой, наверняка добра, помогает добровольцу встать. Встать с колен, но ценой сознания. Вдобавок к возрождению доброволец становится тифоном. После такого зрелища стоит задуматься о том, сколько на борту сотрудников и какие проблемы ждут впереди. Теперь наша цель Дендрарий. Ведь именно на этом этаже застрял наш дорогой лифт, и нечто его удерживает. К счастью, есть сверхбезопасный путепровод Сагита, через который мы пробираемся сквозь кучу ядерных камушков с функцией самонаведения и огромных паучков с аурой добра. Добравшись до Дендрария, бежим к лифту, чтобы узнать, что с ним случилось. Но вот какая незадача. По пути нам встречается не поломка и не баг в системе, а целый воздушный шарик, который научился силой мысли взламывать все человеческие технологии. Ну что ж, аннигилируем и едем кататься. После большой потери гелия идем на дальнейшую прогулку в Дендрарий, где натыкаемся на группу ботаников, буквально ботаников. А теперь знакомимся с разновидностью гелиевых шариков. Телепат. Название у него говорящее, думаю, вы догадаетесь, что он делает. Ну, залазим на открытую крышу и расправляемся с тифоном, а также теряем еще больше гелия. Ученый мне в принципе помог, они живы, но потеряли сознание. Сначала я, конечно, надеялся, что они в него придут, но, к сожалению, они так и останутся тут лежать. Спустившись на лифте в главный холл и полазив в терминале охраны, я начал ради интереса искать живых людей. Решил найти неизвестного добровольца. Навигатор, к сожалению, нет января, направил меня в жилой комплекс. Там я увидел много людей. Сначала очень обрадовался, а вскоре понял, что все они под контролем разума. Мимо них я направился в столовую, где и располагался доброволец. Но угадайте что? Телепат. Он решил сделать торжественный прием прямо в столовой. Как это мило с его стороны. Ну, после того, как мы отблагодарили Тифона, бежим к кухне, где и встречаем добровольца. Вот только тот называется Коком и дает нам свою ключ-карту и просит принести из его каюты награду. Что ж, мы как послушный кабанчик ступаем на ее поиски.
Придя в каюту этого Кока, находим награду, а также голозапись, на которой видно совсем другую персону. Возвращаемся и, думаю, как вы уже догадались, готовимся расспросить его, а может наказать. Скажи мне, какого черта? Впрочем, повезло, что у нас костюм от Транстар защитит даже от заморозки в морозильнике. Ну а теперь выбираемся отсюда, а добровольца уже нет. Обидно, но в таком случае надо уходить. По пути в неизвестность я решил заглянуть в фитнес-центр. И угадайте что? Телепат. Как неожиданно и приятно. Считайте, мы познакомились с целой семьей телепатов. Мамой телепатом, папой телепатом и их ребенком телепатом. Немного постучав в окно, к нам приползает, или прилетает, или прилевитирует Даниэла. Девушка, которая заперла хранилище данных на голосовой замок. Получаем голосовой код из оскорблений Алекса и идем путешествовать по комплексу дальше. Кажется, именно он убил Эбби. Умница. Придя в хранилище данных, Алекс запирает нас, ведь здесь мы можем восстановить рецепт ключа активации самоуничтожения Талоса. Теперь нам придется рисковать собой ради того, чтобы открыть шлюз дальше, и как минимум не умереть от голода. Кстати, мы тут совсем не одни. Наконец, расправившись с этим тифоном, отправляемся к выходу в космос. Там мы летим и замечаем грузовые контейнеры. В одном из них обнаруживается человек. Его зовут доктор Кальвина, и он просит пристыковать его контейнер к грузовому отсеку, иначе он умрет от недостатка кислорода. Что ж, делаем это. Затем входим за ним, но оказываемся по разные стороны другой двери. Кстати, странно, что его группа людей впустила, а мы должны идти наверх с боем. Следовательно, просто берем и убиваем этих тифонов, в чем проблема? А затем мы проходим к ним. Немного общаемся с группой выживших и сооружаем небольшую оборону, дабы пробиться через тифонов к спасению. Делаем это, получаем еще порцию благодарности и довольные лутаем грузовые ящики из этой комнатки. Так, ну сейчас говорю без текста, просто хочу добавить в конце то, что ролик окончен, и в описании будет ссылка на мой склепанный сайт. Там вы можете подробнее знакомиться с тифонами. В предыдущих роликах я как-то выделял их, давал время на всю эту информацию. Здесь же просто ссылка для любознательных, так сказать. Кому интересно, посмотрите. Ах да, спасибо за просмотр.